The Last of Us 2 очень эмоциональная игра. Лично мне она предложила такой опыт, который я не ожидал получить от игр вообще. Привет, меня зовут Андрей Королёв. Вы впервые слышите мой голос на канале ДТФ. Раньше за меня говорили Ваня Абрамов, Аня Тоска и Антон Плоткин. Спасибо им за это большое. Но история, которую я хочу вам поведать, звучала бы фальшиво из чужих уст. Поэтому я попрошу вас потерпеть этот противный голос и далекую от идеала провинциальную дикцию. Я расскажу вам о том, как вторая The Last of Us изменила мое отношение к отцу. Ролик будет сильно отличаться от предыдущих работ на канале, имейте это в виду. В видео будут критичные спойлеры к обеим частям серии, поэтому возвращайтесь к ролику после прохождения. Если же вы всей душой ненавидите вторую часть, то может мой личный опыт докажет, на что способно данное произведение. Что ж, начнем. В первой The Last of Us мы отыгрывали роль отца. Игра стала одним из тех произведений культуры, из-за которых я страстно захотел именно дочь. Ред Батлер из «Унесенных ветром» – пример ролевой модели, которую я хотел бы воплотить в отношениях с ребенком, а не похожесть и яркость характеров Элли и Клементины из Walking Dead. И пример из реальной жизни показали, что мне нужно две дочери. Сейчас объясню, при чем здесь это. Мои родители развелись, когда я пошел в первый класс. Будучи маленьким, я не до конца понимал причин, да и особо не осознавал до конца сам факт. Единственное, что помню, как мама с папой ругались, а я стоял и щипал маму за руку, пытаясь привлечь внимание. После ее гневного окрика я перестал так делать, потому и запомнил тот эпизод. Мама никогда не делилась подробностями, как и старший брат, которому на тот момент было около 14. Да и я толком не интересовался. Я стал типичным примером безотцовщины с женским воспитанием, потому и думаю, что мне не хватит мужественности для воспитания мальчика, и поэтому хочу дочерей. После развода папа вернулся в родительский дом, в город, где еще жила бабушка по маминой линии, поэтому мы часто туда ездили. И конечно, каждый раз отец хотел со мной встретиться, благо он жил в шаговой доступности. Мама меня отпускала вроде без проблем, как мне казалось, только просила не сильно задерживаться. Поэтому для меня папа стал этаким свадебным генералом. При каждой нашей встрече он показывал всю ширь своего гостеприимства. Вместе с ним я впервые попарился в бане, он возил меня в детский лагерь от местного интерната, где работал учителем истории, учил кататься на лыжах. Hang on. Is this the real one? Well, considering they left the real ones on the moon, I would say no. Однажды я пришел к нему без предупреждения, не позвонив заранее, и, наконец, воочию увидел причину развода. Папа лежал на диване, в усмерть пьяный. Отец меня заметил и попросил прилечь к нему. Я лег, он меня обнял. Слезы градом струились по моему лицу. Его сожительница просила у меня за него прощения. Пролежав какое-то время, я встал и убежал домой к бабушке. Мама тогда сказала: «Теперь ты сам все видел, а не по чужим рассказам». Я и раньше слышал о пьянстве отца, но как-то не придавал ему должного значения, ведь перед встречами со мной он всегда выходил из запоя и представал в своем лучшем виде. Спустя какое-то время я внутренне простил папу. Мы снова изредка виделись, как и раньше. Лишь когда я уже учился в вузе, я видел его с собутыльником, а папа предлагал вместе выпить пивка. Видно, ему было тяжело справиться с желанием, может и я вырос, и он решил, что можно при мне дать слабину. От этого в моей душе росло и крепло к нему чувство презрения. Совсем как у Элли или почти как у Эбби по отношению к Джоэлу после событий первой The Last of Us. На 60-летие папы, в декабре прошлого года, мы с братом решили подарить ему простенький смартфон.
У него такого никогда не было. Купили, отправили через знакомых. Я предупредил отца, чтобы он пошел и забрал его. Но, судя по голосу, он был не в состоянии сделать это. Телефон он забрал спустя, кажется, неделю. Я очень разозлился и зарекся, что больше он от меня ничего не получит, раз не ценит добрые отношения. После нескольких телефонных уроков от меня, как пользоваться смартфоном, которые меня чертовски раздражали, мы не разговаривали несколько месяцев. Отец умер в начале мая, не успев даже получить первую пенсию. Узнав о его смерти, я, наверное, ничего и не почувствовал. Как собственно и Эбби после убийства Джоэла. Ее ненависть не смогла заполнить пустоту в душе. Хотя от одной лишь мысли о смерти бабушки или мамы меня охватывает ужас. Причиной смерти папы патологоанатом указал алкогольную кардиомиопатию. И без гугла не стало понятно, что отец сам себя довел до этого. Усугубляло ситуацию то, что нашли его на улице, упавшего лицом в кусты. И без того страшный желтый цвет лица на его теле обезобразили царапины. Брат в итоге заглянул в гроб только на погребении. Мы организовали похороны. Папина теща, моя бабушка, которая всегда относилась к нему строго, даже сказала, что отец сделал нам подарок. Она боялась, что в старости он будет требовать от нас с братом заботы. Несмотря на чувство презрения, я еле сдержал слезы во время прощания на кладбище. Все-таки этот человек дал мне жизнь и совсем немногому, но научил. Просто папа для меня стал символом того, как я не должен прожить свою жизнь. Ведь я еще его вылитая копия, как внешне, так и внутренне. Мой характер и повадки очень похожи на его. Мама даже говорила: вот ты ни разу не видел, как это отец сидел в халате, закинув ногу на ногу с кофе и сигаретой, а все равно это повторяешь в точности. Перебирая вещи отца, я нашел мамино заявление в прокуратуру. Папа пытался выгнать ее из дома и угрожал, что продаст свою долю квартиры случайным людям, чтобы они жили с ней. По малолетству я этого не знал. Когда я рос, меня жалели и не рассказывали. А потом я сам увидел доказательства его ужасного поведения. Опять-таки, это лишь негативно сказывалось на его репутации в моих глазах. Посмертный образ папы намертво впечатался у меня в сознании. Он возникал передо мной, когда я вспоминал его. У меня не было кошмаров или бессонных ночей из-за этого. Все-таки с отцом у меня были не близкие отношения, но его оцарапанное лицо стало примером той жизни, которой я должен всеми силами избежать. Так сказал я себе. И смена роли с родителя на ребенка в The Last of Us Part 2 заставила меня под другим углом взглянуть на проблему отцов и детей. Ключом к этому стала финальная битва. Так же, как и у Элли, при воспоминании о Джоэле перед глазами возникала его размозженная голова, я часто видел лицо отца в гробу при его упоминании. И когда Элли простила Эбби, вспомнив светлый образ Джоэла, я понял, какую память об отце должен хранить. Мой папа тоже был нехорошим и неплохим человеком, как и Джоэл, как и, в принципе, все мы. Отец натворил много плохих вещей, но как учитель он нес добро людям, что доказало появление его учеников на похоронах. В свои лучшие моменты он был прекрасным родителем, которого я хотел бы иметь с самого детства. Также и Джоэл продал целый мир ради одной девочки, во благо которой был готов на все. Для нее он делал только хорошее, хотя для многих прослыл злодеем. Примирение Элли с памятью о Джоэле показало мне, как я должен относиться к своему отцу.
Я должен оставить позади его смерть и ошибки, из которых я уже извлек урок. Презрение, которое я годами взращивал, лишь будет отравлять мою душу. Поэтому я должен сосредоточиться на светлых и добрых воспоминаниях о папе. Как он привил мне любовь к Pink Floyd, истории и КВН, как он научил меня рыбачить и колоть дрова. Я должен цепляться за его добрую сторону, ведь было же в нем что-то хорошее, раз он поставил фотографию внуков, моих племянников, на главное место в доме. Да и то заявление в прокуратуру наверняка не давало покоя его совести, раз он не избавился от него, а хранил. Я жалею, что не успел спросить его о десятках фотографий наших предков, которые забрал из его дома и о которых почти ничего не знаю. Жалею, что он увидел лишь одно мое видео, после которого назвал меня гением. Жалею, что не увидит моих дочурок, которые обязательно будут. Как и Элли, которая не успела простить Джоэла при жизни, я тоже смирился с несовершенством отца, ведь ненависть может лишь разрушать и только любовь созидать. But I would like to try. I'd like that. Да, возможно, какое-либо другое произведение культуры со схожими идеями могло привести меня к тем же выводам. Но, мне кажется, благодаря интерактивности игр, только вторая The Last of Us позволила пропустить через себя, как участника истории, поток эмоций, который помог мне разобраться в своих чувствах к отцу. Разве после этого игры не искусство? Спасибо Нилу Дракману и всем от первой до последней фамилии в титрах, кто приложил руку к этому произведению. Мы на ДТФ обычно не рассказываем о личном, но я подумал, что, возможно, мой опыт поможет вам по-новому взглянуть на игру. Спасибо и вам, что досмотрели этот своеобразный реквием до конца. Надеюсь, моя не особо оригинальная история поможет и вам что-то понять. Как правильно заметил Андрей Подшибякин в рецензии на игру на Кинопоиске, после первой части хотелось обнять своего ребенка, после второй позвонить отцу. Советую вам поступить так же, ведь и я такой возможности уже лишен. И к черту монетизацию, будем слушать Pink Floyd. We're just